Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 марта 2025 года. И наконец-то к нам пришла хорошая погода. У нас просто замечательная весна. Большое количество дождей. Но если серьезно, просто дождливая погода. Сейчас вам покажу, какое у нас море для тех, кого это интересует. Во многих регионах нашего коммунидада Валенсия отменены занятия. Я знаю, что вчера, позавчера были сообщения. Финистрат, Бенидорм, в районе Валенсии отменяли занятия. Всякие спортивные клубы были закрыты. А у нас, там, где мы проживаем, Ореола Коста, пока что все нормально. И сегодня желтый уровень в связи с дождями. Как-то люди подготовились в нашей локации после предыдущих наводнений, приняли какие-то меры. Такая дождливая погода. Мы решили не откладывать спортивные занятия и все-таки продолжить их даже под дождем. А в целом, в общем-то, достаточно тепло. Слегка ветрено, дождливо, но тепло. На всякий случай полиция натянула ленточку, чтобы сюда машины не проезжали, потому что здесь низинка, может подтапливать. Считал, что у нас желтый уровень, желтый уровень опасности в связи с дождем. Вообще, как мне Алексей говорил, апрель, ювель, миль, в апреле всегда множество дождей, но сейчас у нас еще не апрель, а дожди уже есть. На самом деле для Испании это классно. Потепление все сместилось. Для Испании это хорошо, значит будет урожай. Вода для полива. Как-то так. Так, Алексей, что ты еще хочешь добавить? Кстати, друзья, все компании, которые работают в строительстве, на улицах, солнечные плантации, получили уведомление от властей, что нельзя работать, нужно обходиться... Переждать, да, этот момент? Да, обходиться работами, связанными не на улице, внутренние какие-то, офисные. Да, стройка не работает. И кто-то скажет, вы прохлаждаетесь. Собственно, поэтому мы занимаемся спортом, потому что, на плантации, на солнечные, на объекты разные, также нельзя выходить в такую погоду. Впрочем, как и в сильную жару летом, тоже есть свои, знаете ли, ограничения в Испании. Это стоит учитывать. А вообще, пока мы идем к морю, хотела вам сказать еще одну мысль философскую, которая давно мне пришла в голову. То есть, хотела сказать, что человек вообще должен заниматься тем, что ему интересно, не откладывать все это на потом и не ждать одобрения от большинства, да, то есть супер хорошими для всех мы никогда не будем. Работаем мы или отдыхаем, путешествуем, для кого-то это хорошо, кого-то это раздражает, поэтому не откладывайте ничего на завтра, развивайтесь, саморазвивайтесь, самосовершенствуйтесь, познавайте, узнавайте, путешествуйте, изучайте языки, знакомьтесь и так далее. И именно сейчас, пока есть время на это. И небольшая шуточка от моего коллеги. Если у вас есть работа, не откладывайте ее на завтра, отложите лучше ее на послезавтра, тогда у вас будет 2 выходных. Точно. Прогуливаемся, но на самом деле штормит. Ожидается как минимум ближайшую неделю, то есть мы смотрели на все ближайшие дни. Вот такие вот вещи. Кстати, даже выпал снег, где-то наводнение.
Но каждый раз, в общем-то, весна есть весна. Вот такая погодка. Совсем недавно еще были жаркие дни. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, добра, хорошего настроения. Привет. А мы сегодня в ближайшие дни в дожде. Все, встретимся вот на нашем канале. Чао-чао, пока-пока.